Друзья, здравствуйте. Эта тема много раз звучала в комментариях, и постоянно вы пишете, чтобы я сделал об этом выпуск. И я на эту организацию в выпусках в 10 как минимум ссылался, упоминал о том, что члены Аненербе участвовали в тех или иных поисках артефактов по всему миру. Сегодняшний выпуск посвящен Аненербе. Тайное оружие Рейха, супермистический закрытый орден, а на самом деле научно-исследовательский институт, организация, которая окутана, наверное, самым большим количеством мифов, легенд и конспирологических историй из всех организаций Третьего Рейха. Я сам про Аненербе услышал на первом курсе историко-архивного института, и это была ситуация такая. У нас был семинар, который вели приглашенные преподаватели из МГУ, и он был посвящен оружию, развитию оружия в разное время, от античности до наших дней. И один или два раза его читал преподаватель, я не помню его фамилию, который, ему на тот момент было лет 70, он был фронтовик, брал Берлин. И мы, студенты, с ним что-то разговорились, и он рассказал, что он участвовал в штурме рейхсканцелярии весной 1945 года в Берлине, и там он видел странные трупы. Это были люди азиатской внешности, одетые в эсэсовские мундиры, но с какими-то оранжевыми накидками поверх этих мундиров. И непонятно, откуда там они взялись, и их было несколько трупов. И потом, впоследствии, я много раз читал о версии, что под обломками, под развалинами рейхсканцелярии нашли тела буддийских монахов. Что они там делали, как они туда попали, и были ли они действительно там. Конечно, мы теперь об этом никогда не узнаем, но связь нацистской Германии и Тибета очевидна, я об этом позже расскажу. И вот этим всем тоже занималась Аненербе. Это организация, которая была объявлена преступной на Нюрнбергском процессе, потому что все вот эти рассказы про изобретение летающих тарелок, паранормальные способности, телекинез и прочие мистические вещи, которыми занималась Аненербе, это одна история, о ней сегодня будет большой рассказ. Вторая часть истории — это бесчеловечный опыт в концлагерях над узниками. Это опыты по сворачиванию крови, обморожению и так далее и тому подобное. То есть жертвами этой организации стало огромное количество людей. Об этом я тоже сегодня расскажу. Итак, давайте поговорим, что же такое Аненербе. История Третьего Рейха густо замешана на мистике и оккультизме. Если вы посмотрите документальные кадры с нюрнбергских слетов НСДАП, вы увидите эти факельные шествия в виде свастики, вы увидите, как висят стяги, как выстроены колонны. То есть это все, конечно, напоминает спектакль. Это все напоминает какое-то мистическое ритуальное действие. Это видно невооруженным глазом, и это, конечно, отличалось от всего, что было в других странах. То есть такого не было ни в Советском Союзе, ни в Соединенных Штатах Америки, ни в Великобритании. А вот в Германии это было. Когда ты смотришь на эти кадры, на кадры, снятые Лени Рифеншталь, или на кадры любой другой хроники, ты видишь, что это какое-то очень мрачное, очень мистическое, оккультное действо, которое разворачивается вот просто на твоих глазах. Откуда это все взялось? Конечно, можно рассуждать о том, что германская нация была склонна всегда к мистицизму. Да? Мы можем поговорить про философию, можем говорить про уклад. На самом деле любой человек, в принципе, тяготеет к темной стороне. Не к темной даже, а к неизведанной, к мистике, к оккультизму. Немцы здесь были не исключением, но, пожалуй, да, действительно, можно сказать, что они среди других европейских народов выделялись этим. Хотя у нас тоже, слушайте, в дни падения империи, вот в последние годы жизни империи Романовых у нас тоже оккультизм пер буйным цветом от Распутина до Елены Блаватской, извините. То есть мы тут тоже были помешательства на Тибете, на высших силах и так далее и тому подобное. С недавних пор готовить для своей семьи я стал гораздо чаще. А все потому, что на приготовление вкусной и полезной еды времени нужно совсем немного. Для ужина, например, я выбираю стейки от Indie Light. Мясо индейки полезное, усваивается очень хорошо, в нем очень много белка и гораздо меньше жира, чем в любом другом мясе. А еще у Indie Light есть сразу несколько видов стейков. Мои любимые стейки по-мексикански и стейки по-аргентински. Очень удобно.
все они уже замаринованы. Поэтому на приготовление нужно не более 15 минут. И маринады подобраны идеально. Они не только раскрывают вкус, но и сохраняют сочность мяса. Уже не терпится положить их на решетку и открыть сезон пикников. Главное, чтобы погода тоже начала к этому располагать. Поэтому, друзья мои, всем, кто хочет питаться правильно и вкусно, очень рекомендую стейки от Indie Light. Ссылка уже ждет вас в описании. Переходите. «1918 год. Закончилась Первая мировая война, Германия ее проиграла, и Германии нужна точка сборки. Германия могла пойти по разным дорогам, она бы в коммунистической дороге могла пойти, но не пошла. И, собственно, оккультизм был достаточно сильно распространен в элитах. В 1918 году в Мюнхене создается организация, которая называется «Общество Туле». Миф об атлантах, он будет развит, он получит вообще совершенно чудовищное объяснение, перерождение в гитлеровской Германии. Ну, в общем, вот 18-й год, и вот такой оккультист, мистик, конспиролог Рудольф фон Зиботтендорф. Он создает это общество Туле, туда входят мюнхенские интеллектуалы, интересующиеся, стремящиеся прикоснуться к этой мистике. В чем история этого общества? Вообще, зачем оно было создано? Атланты, если примитивно говорить, после того, как Атлантида затонула, они переместились на этот остров или в это местечко Туле, которое непонятно где находится. То ли ближе к Исландии, то ли ближе к Гренландии, где-то в скандинавской арене. Вот они, значит, туда переехали, и они родили расу арийцев. Вот если вы посмотрели, вы, конечно, смотрели «17 мгновений весны», там же в личных делах, помните, все время эта справка, истинный ариец, характер нордический. И как бы в детстве это было мне совершенно непонятно, что это значит. Вот истинные арийцы — это люди, которые, по версии общества Туле, появились от отцов атлантов, и это была главная такая раса на Земле. И германцы появились от этих атлантов, от этих гипербореев, от этой вот огромной, важнейшей нордической цивилизации. Германцы были ее главными потомками. И вот поиск этих корней и этих связей, это была философия общества Туле. Общество было, безусловно, конспирологическим, общество было безусловно расистским, потому что дальше там появляется человек, которого зовут Герман Вирт, и он пишет работу «Происхождение человечества». Что в этой работе написано? Есть нордическая раса, она создала все прекрасное на Земле, она придумала язык, она придумала культуру, и потом появился Южный Гондван. Вот там всякие недочеловеки были, от чернокожих до славян. Это все люди второго уровня, которые переняли нордический язык, исковеркали его, и вообще вот своими кровосмесительными отношениями с нордическими людьми они человечество выродили. Поэтому вот германцы более-менее еще сохранились, они потомки этой главной господствующей расы. И поэтому вот германцам надо объединиться, чтобы вот эту чистоту расы блюсти и по факту показать, что они являются главными людьми на Земле, сверхчеловеками, а все остальные люди второго сорта. Это была абсолютно научно, в кавычках, обоснованная теория. Под нее собирались или притягивались за уши всякие доказательства. И, как мы увидим дальше, она вполне на полном серьезе покатила и была воспринята немецкими элитами. Причем нельзя сказать, что это был кружок каких-то самозванцев или мошенников, аферистов или безумных людей, хотя там такие тоже были, которые вот в этом обществе Туле тусовались. Совершенно нет. Там была профессура мюнхенская, там были мюнхенские большие промышленники. И в частности, вот там был такой человек, как Отто Ран. Я частично о нем рассказывал в программе про катаров, да, про Альбегойские войны. Он занимался раскопками во Франции. Он раскапывал Монсигюр, вот это последнее прибежище катаров, и искал там Святой Грааль, потому что он четко верил, что Святой Грааль был туда перемещен. Он был известным археологом. И вот таким образом, вот элита мюнхенская, элита немецкая, она этими идеями общества Туле начинает пропитываться. Это с одной стороны. С другой стороны, Германия же в состоянии национального позора живет. И вот эта мифология о том, что мы являемся потомками высшей расы, она очень хорошо ложится. Дальше
в это общество Туле попадают те, кто потом станут главными действующими лицами национал-социалистической партии Германии. Сначала туда затесался Рудольф Гесс. Каким образом? В обществе Туле был профессор, которого звали Карл Хаусхофер. Его ассистентом работал Рудольф Гесс. И он затесался в это общество Туле, ему очень понравились эти идеи. Превосходство арийской расы, превосходство германской нации. И он туда затесался, и в какой-то момент он туда привел Гитлера. И Гитлер всеми этими идеями очень проникся. Дальше будет постоянный спор о том, что верил ли Гитлер в этот мистицизм, либо он его использовал. Мы не будем в этом разбираться, потому что на самом деле, Гитлер абсолютно конченый подонок, и делал ли это он все свои преступления рационально или будучи подвержен какой-то мистике. Нам сейчас совершенно это не важно. Главное в том, что вот он туда тоже попал. Ганс Франк, будущий нацистский преступник, тоже попал в это общество Туле. И вот в этот момент на смычке этой мистики, на смычке этого оккультизма и подъема вот этого нацистского движения организуется рабочая партия Германии. В этот же момент появляется свастика. Если посмотреть на свастику, мы сейчас совершенно точно знаем, что это вещь, которая ассоциируется у нас с гитлеровской Германией, ни с чем больше. Но на самом деле, конечно, это знак, который древнее Германии. Впервые он появляется в буддийских текстах, то есть во всем индуизме, на Востоке, в Китае свастика присутствует до сих пор. Если вы попадете на Бали, если вы попадете в Индию, вы увидите, что свастика используется в орнаментах. Это знак оберега, это знак благополучия, процветания. И вот эта свастика, она впервые появляется в обществе Туле, и потом она перекочевывает на символику Национальной рабочей партии Германии. И в какой-то момент, когда Гитлер уже крепнет как политик, организовывается то, что мы знаем под названием Национал-социалистическая партия Германии. И вот эта свастика в белом круге, вписанная в красное знамя, она утверждена лично Гитлером, и она становится штандартом гитлеровской Германии. Сначала партийным штандартом, потом государственным. Тоже оккультный совершенно символ, который был вытащен не из недр германской философии, а из недр вот этой вот тибетской философии. Значит, общество Туле каким-то образом развивается, параллельно идет восхождение Гитлера на политический Олимп, и все эти люди друг с другом тесно переплетены. На рубеже 20-х годов в эту тусовку попадает наш сегодняшний главный, с позволения сказать, герой, это Генрих Гиммлер. Человек, который в тот момент начинает искать точки опоры, начинает искать новую философию для себя. Потому что он был католиком, в какой-то момент он интересовался религией, потом он понял, что религия ему ничего не дает. И вот он начинает искать эти новые точки опоры, и он попадает в круг, в тусовку общества Туле и, собственно говоря, проникается этими идеями. Гиммлер — человек, которого мы знаем как главного ответственного за Холокост, как главного человека, который подписывал все эти приказы об истреблении людей и об окончательном решении еврейского вопроса. Ему эта философия ложится просто как мед на уста, потому что помимо того, что там доминирование германской нации, общество Туле дико антисемитская организация. Они издают газету «Биобахтер» в Мюнхене, которая впоследствии станет Völkischer Beobachter, главным печатным органом нацистской Германии. И это абсолютно боевой антисемитский листок. Там просто доказано, что евреи живут как нарыв на теле германской нации, мы из-за них проиграли войну, они у нас, значит, все контролируют. Весь бред, который вы можете услышать от антисемитов, он там абсолютно был весь прописан и обоснован, потому что все-таки люди образованные это создавали. И Гиммлеру это дико нравится, он начинает в этом вращаться. Гиммлер с детства, видимо, был подвержен оккультизму и мистицизму. В какой-то момент у него в голове то ли появилось, то ли кто-то ему подсказал, может быть, со временем он это приобрел. Он себя начал ощущать реинкарнацией Генриха Птицелова. Это был немецкий вождь, который впервые объединил германские племена. И вот он будет это дальше в себе пестовать, и вы поймете дальше, куда это приведет. В общем, вот два параллельных потока. Это оккультно-мистический и национал-социалистический, которые очень тесно соединены, потому что, в общем, будем говорить русским современным языком, это одна тусовка. 1935 год. Герман Вирт, о котором я начал рассказывать, проводит выставку «Наследие немецких предков». И вот там в полный рост со всеми артефактами, которые были в раскопках найдены, камни, руны. Вот оно
доминирование германской цивилизации. Германская цивилизация, которая дала миру все. И там появляется первое зерно, что христианство, которое распространялось в Европе, оно немцев, в общем, душило, потому что были загублены немецкие святыни, те языческие, еще дохристианские, да, была задавлена нация, и, в общем, вот тогда это стало обсуждаться. Гиммлер посещает эту выставку, ему она безумно нравится, это уже 1935 год, нацисты у власти, и Гиммлер уже глава СС, то есть личная охрана Гитлера, и он вот эту выставку и общество наследия немецких предков, Анненербе, он берет это под свое крыло и говорит: слушайте, это очень все хорошо. Почему это Гиммлеру так легло? Потому что просто так прийти и сказать, что мы здесь арийцы, у нас характер нордический, и мы поэтому главная раса, это хорошо, но этого мало. Под это нужно подвести научный базис. И вот это оккультно-мистическое течение, которое еще ищет верование древних германцев, доказательства их доминанта в Европе, вот это общество Анненербе Гиммлеру для пропаганды очень хорошо ложится. Он берет его под свое крыло, Вирт становится президентом Анненербе, и дальше они рука об руку начинают ехать. Друзья мои, сейчас я вам дам один очень дельный совет. Если хотите отвлечься от ежедневной рутины и провести время с пользой, лучший вариант — это книга. Я, например, читаю дома, в перерывах между съемками и даже когда стою в пробке. Скажу честно, время пролетает незаметно. К тому же книги теперь всегда под рукой. Их можно читать и даже слушать где и когда угодно. Если у вас есть сервис «Строки» от МТС. Я строками пользуюсь давно, ведь там собрана большая коллекция как классической литературы, так и современной. Можно читать книги, слушать их в аудиоформате и делиться с друзьями цитатами. А еще в строках есть популярные подкасты. Это очень удобно. Все самое интересное уже собрано в одном приложении. Из последнего, что я прочитал и всем советую, книга моего продюсера, человек, с которым я работаю последние 15 лет, Димы Болдина. Книга называется «Лишний». Это закрученный детектив, в котором главный герой попадает в ситуацию, когда вокруг него стали исчезать друзья. И постепенно по ходу сюжета ты погружаешься в прошлое главного героя и начинаешь сам складывать весь пазл того, что происходит вокруг него. В общем, дальше спойлерить не буду, лучше сами прочитайте. Она в строках в разделе Originals. До конца мая вы можете прочитать эту книгу абсолютно бесплатно, а с промокодом Минаев можно получить бесплатный доступ к подписке «Много» на 30 дней. Читайте то, что любите, друзья мои. В строках за каждой интересной книгой следует другая. Ссылка в описании, переходите и скачивайте приложение прямо сейчас. В этот же момент на эту выставку попадает такой человек, как Ричард Дарре, который является министром сельского хозяйства. Он уже к тому моменту написал работу «Кровь и почва», которая рассказывает о деревнях древних германцев, об истинных, значит, скрепах немецкого духа. И ему тоже все это ложится очень хорошо. И здесь надо сделать необходимое отступление. С одной стороны, мы понимаем, что Гитлер был подвержен мистицизму, но, наверное, в меньшей степени. А вот Гиммлер был подвержен ему полностью. Реинкарнация Птицелова, создание новой религии, Черный орден СС, монашеское братство. Это все дальше появится. Но самое главное, что, конечно, мы не можем утверждать, что они там все были, значит, мистики, оккультисты и вот верили в это своим больным мозгом. Конечно, были такие люди. Но вокруг этого, конечно, огромное количество аферистов же появляется, потому что как работают все эти мистические практики? Если видят, что клиент готов в это верить, ему это начинают сразу моментально продавать, и клиент это с удовольствием покупает. Но мы знаем в современной жизни, у больших крупных бизнесменов есть какие-то гадалки, маги, китаисты, которые окружают их этим всем ореолом легенд, верований, натальных карт и так далее и тому подобное. В наши дни мы же видим, что это развито. И тогда это было развито тем более. Вот один из примеров. В окружении Гиммлера появляется человек, которого зовут Карл Мария Виллигуд. Он из старой немецкой аристократии, с одной стороны, с другой стороны, он пациент бывшей психиатрической больницы. Потому что он всем рассказывает о том, что его род ведет начало от Тора, скандинавского бога. Вот его род от Тора ведет, который с молотом стоял. И Гиммлеру, например, эта история очень нравится, потому что Виллигуд занимается раскопками. Он говорит о том, что есть огромное количество германских древних капищ
и святынь, где лежат артефакты магические, которые дают силу, которые дают способность телепатии, телекинеза. И Гиммлер все это начинает поддерживать. Здесь же рядом Вирт, который все это обосновывает с точки зрения древних текстов, Сак. Тут же появляется история с рунами. Если вы посмотрите, что такое СС, это две руны Зиг. Это скандинавские руны, которые в Германии были очень распространены. Они были не только в СС, они были на шевронах различных полков. И все это в полном цветом цвело, потому что такое руна? Это же не просто буква какая-то древнескандинавская, это оберег, это мистический символ. И вот Гиммлеру очень понравилось, когда вот показали ему, что можно соединить две руны Зиг, и вот это, с одной стороны, будет логотип СС, а с другой стороны, сильнейший оберег от всего. И, конечно, Гиммлер в это с удовольствием поверил. И все это было хорошо до 1936 года. В 1936 году Гитлер обрушивается с дикой критикой на Германа Вирта, на председателя общества Анненербе. Он говорит, что мы здесь строим вообще совершенно другое будущее. Какие к черту атланты? Какая к черту мистика? Чего вы людям морочите голову? Вот арийская нация, да, арийская раса, это я понимаю. Вот эти все ваши оккультизмы, руны, это все какой-то бред. Это вы Гиммлеру рассказываете. Но он парень-то, в общем, надежный, потому что действительно Гитлер Гиммлера очень ценил. Он его называл верный Генрих. Он был отличный царедворец, потрясающий, значит, менеджер, умел в бюрократию, умел во все эти интриги и был очень эффективным товарищем, да, поэтому Гитлер его ценил, но знал, что у него как бы есть такой грешок в голове. Ну, как бы пусть он отдельно от этого занимается, но не надо это все на Третий Рейх распространять, потому что вы людей смущаете этим. И Вирт попал под жуткую критику Гитлера. Генрих Гиммлер в какой-то момент понимает, что хорошим это не закончится, и в 1937 году он Вирта из Анненербе изгоняет и становится главой Анненербе сам. А Анненербе из общества по исследованию наследия немецких предков он преобразует в научно-исследовательский институт, который охватит все сферы немецкого общества. Анненербе становится научно-исследовательским институтом. Вот на этом листке отделы, которые я сейчас озвучу, а на самом деле еще 3 листа было таких отделов, просто чтобы показать, насколько глубоко они проникли во все сферы немецкого общества. Значит, отдел астрономии. Он занимался исследованием каких-то космических тел. Эта структура совершенно неважная, но тем не менее она там была. Отдел биологии, который занимался работой над совершенствованием человеческого тела, который занимался медициной и так далее и тому подобное. Отдел ботаники, выведение и селекция новых растений от пшеницы до овса. Отдел геологии и минералогии, исследование вод, почв и так далее, потому что были совершенно разные истории. С одной стороны, геология была важна для того, чтобы строить секретные бункеры, полигоны. С другой стороны, исследование вод в Абхазии озера Рица. Там была экспедиция Анненербе еще до войны с Советским Союзом, которые взяли пробу воды, и вода оказалась настолько хороша, что немцы были увлечены созданием плазмы для крови, и эта вода шикарно подходила, по их мнению. Вот такими исследованиями занимались. Отдел раскопок, который по всей Германии, потом по всем захваченным территориям копал следы древних германцев, выкапывал капища, остатки жертвенных костров, орудия войны, орудия земледелия, чтобы собирать, воссоздавать по частям это наследие германской нации. Отдел германского искусства, который должен был доказать, что германское искусство было издревле, оно доминировало в Европе. Там дело быстро закрылось, в 1938 году уже схлопнули этот отдел. Отдел геральдики. Ну как без гербов новой элите, да? Искали, естественно, предков в 8-10 колене, рисовали гербы. Тут важное отступление. На самом деле существует история о том, как одна немецкая актриса сказала Гиммлеру, что вы рассказываете про арийцев, голубоглазых, высоких блондинов, настоящих германцев, вот этих древних, которые разбили Римскую империю, которые дали битву римским легионам в Тевтобурском лесу. А вы посмотрите на верхушку Рейха. Ну, Гиммлер похож вообще на обезьяну. Гитлер тоже какой-то черт плюгавенький. А чё же вы не арийцы такие? Вот вы выглядите как-то не очень по-арийски. И ей типа ответили, ну зато мы арийцы по духу. Ну, понятно, да, тоже странная очень история, но тем не менее вот такой отдел был создан, который занимался вот этими корнями. Отдел исследования индогерманских и финских связей. Немцы искали осколки этой расы ариев по всему свету. В Скандинавии,
в Тибете, в Финляндии, в Прибалтике, они доказывали, что они являются частью большой вот этой арийской протоцивилизации. Отдел метеорологии, отдел карстов и пещер, который занимался старыми пещерами, древними пещерными поселениями германцев. Генетика растений, отдел исследования саг и легенд, потому что там тоже заключена сила и мистические всевозможные верования древних германцев, которые можно будет в современности применять. Были совершенно странные теории, что вот найдены были мечи в Тевтобурском лесу, если его взять за руку, то можно воссоединиться со своим предком. Это звучит как бред, но люди это вполне себе продвигали. Отдел насыпных обитаемых холмов. Это тоже раскопки, которые велись в Германии, и там искали следы древних цивилизаций. Отдел оккультных наук. Понятно, чем он занимался. Отдел, который занимался, отдел H, который занимался ведьмами. И это тоже очень интересно, потому что христианство Третьему Рейху мешало. Нужно было создать новую религию. Гиммлер в это с удовольствием играл, и он это продавал Гитлеру, что немцам нужна новая религия, это не христианство. Давайте обратимся к язычеству. Они вот эти свидетельства о ведьмах сожженных собирали по всей Европе, чтобы выдавать их как доказательство того, что на самом деле ведьмы были потрясающие ведуньи, помогали людям, а христиане их сжигали, чтобы вот эта немецкая цивилизация, немецкий дух, немецкая духовность, она исчезла. И вот по всей Европе это собирали, они сделали картотеку, 35 тысяч ведьм по всей Европе отыскали сожженных там за последние 400 лет. Отдел экспедиций, который занимался экспедициями, отдел М, это математика, люди, которые занимались исследованиями, они будут причастны к созданию ракеты Фау-2. Ну и плюс национальные отделы, которые отвечали за Скандинавию, Голландию, Британию и так далее и тому подобное. То есть у Гиммлера был очень четкий план, мы должны внедрить АННРБ как научно-исследовательский институт в пропаганду, религию, детское, школьное и институтское образование, партийные ячейки. Таким образом, вот мы будем отвечать здесь за духовность, за идеологическую базу Третьего Рейха. На самом деле, мне кажется, и многие, в общем, об этом говорят, Гиммлер видел себя наследником Гитлера. И он создавал всю структуру СС, которая превратилась из охранных отрядов Гитлера в огромную вторую армию. И он создавал свою религию, он создавал свой этот почти монашеский Черный орден для того, чтобы потом возглавить Третий Рейх после победы над Советским Союзом. Вот мы выиграем войну, Гитлер уже будет старенький, а я, значит, соответственно, буду всем этим управлять. То есть он создавал будущий базис для своего правления. Возвращаясь к тибетским монахам. Были ли они под обломками рейхсканцелярии или нет, я не знаю, и, в общем, доподлинно этого не знает никто. Но то, что мы знаем точно, это то, что эсэсовцы отправили экспедицию в Тибет. Экспедицию возглавила Эрнст Шефер, человек, который занимался индуизмом, исследованием Тибета. И вот, собственно говоря, в 1938 году эта экспедиция отправляется в Тибет. Здесь еще есть важный момент. Один Далай-лама умер, а второй, что называется, не заступил еще на должность. И там было время безламья, извините мне такой маргинальный жаргон. И вот немцев там принимают в городе Лхаса, в столице Тибета. Им показывают древние артефакты. Они занимаются там, их главная задача найти связь между тибетской цивилизацией старой и вот этой цивилизации арийцев, которые являются потомками германской нации. Вот эту связь надо найти. Там происходят разные вещи. Они собирают артефакты, им дарят старые манускрипты. Они вывозят оттуда высокогорную тибетскую пшеницу, которая вызревает за 60 дней в очень бедных почвах в высокогорье, чтобы этой пшеницей потом засадить территории Рейха. Они занимаются обмером черепов. Вы знаете, что немцы были на этом помешаны, да? Вот есть арийская структура черепа, есть неарийская. Вот они хотят, значит, обмеряли эти тибетские черепа, чтобы показать, что раса тибетцев и раса германцев — это все куски этого большого национального образования, которое называется арийцы. Они устраивают радиомост, и он будет действовать до конца войны, постоянный радиомост Лхаса-Берлин. И существует миф, что они искали Шамбалу. Вот это вот тайное место, куда, если ты попадаешь, ты получаешь сверхспособности. Двигаться в параллельном мире, из параллельного мира атаковать, потом оттуда уходить туда-обратно, действовать сразу в 3 измерениях. То есть всей этой мистикой они совершенно подвержены. Понятно, что Шамбалу они никакую не нашли, но экспедиция возвращается в Берлин. Тибетцы подарили старые манускрипты, подарили посуду, подарили тибетского дога Гитлеру, который так и не доехал, по-моему, он умер в пути.
И по итогам этого путешествия снимается фильм, который называется «Таинственный Тибет». Его показывают в кинотеатрах в гитлеровской Германии. И там доказывается связь, что вот это вот Тибет, все эти, значит, тибетские ламы, весь этот оккультизм, который там присутствует, это часть нашей германской нации. Вот посмотрите на их агрессивные танцы, то есть у нас тоже вот эта агрессия и расширение нашего жизненного пространства, это у нас в крови, вот эта история простраивается. Еще одна экспедиция в 1938 году уезжает на Ближний Восток, там тоже ищут артефакты этой старой цивилизации. Третья экспедиция в 1938 году, в 1939 они возвращаются, едет в Исландию. Там занимаются наследием викингов, которые тоже часть германской нации. Руны, рунические камни, обереги и так далее и тому подобное. Кроме того, ну, чтобы уже говорить, что называется, по фактам, в СС абсолютно на полном серьезе преподавалось, и только для членов СС преподавалось чтение рун и исследование Эдды. Это старого скандинавского эпоса, о котором я рассказывал когда-то в выпуске о викингах. Кроме того, эсэсовцам читали лекции о том, что вот вы, когда говорите о нашей безжалостности к пленникам, древние германцы топили в болотах гомосексуалистов, инородцев, душевнобольных и предателей. То есть мы всегда были агрессивной нацией, которая расширяла наш ареал обитания. Поэтому будьте достойны ваших предков. Вот была такая поездка в Скандинавию. Был человек, который очень нравился Гиммлеру, его звали Юрьё фон Гренхеген. Он был финн урожденный, жил в Германии. Он перевел древнекарельский эпос «Калевала». И там тоже, естественно, были найдены следы в этом эпосе древнегерманской цивилизации. Гиммлеру это жуть как понравилось. И он этого Юрьё отправил в Карелию. И в Карелии он искал следы старой германской цивилизации. Он составлял картотеку ведьм. И, собственно, к концу войны они эту картотеку довели до 30 тысяч формуляров. С этими ведьмами вместе исследовали оккультные возможности. Телекинез, чтение мыслей на расстоянии, доставка информации на расстоянии, гипноз. Все это тщательным образом изучалось. Ну, то есть очевидно, да, что там было, конечно, много мошенников и аферистов, но какие-то люди верили в это всерьез. В 1940 году такая же экспедиция была снаряжена в Прибалтику. Там тоже искали следы древних тевтонов, да, потому что Тевтонский орден, он был некоторым образом частично в Пруссии, частично на землях Прибалтики. Там тоже искали все. Считалось, что это знание не утеряно. Оно от древних германцев переходила к рыцарям средневековым, потом к Тевтонскому ордену, и вот потом к розенкрейцерам, частично к масонам. Они все это собирали. Весь этот поиск рудиментов от хрустальных черепов, про которых я рассказывал в выпуске про мексиканскую цивилизацию, до Святого Грааля, который они пытались во Франции в Монсигюре выкопать. Это все эти артефакты собирались в Берлине для того, чтобы собрать их все и вот этим вот волшебным мистическим свойствам, значит, придать силы вот этой новой мощной цивилизации Третьего Рейха. Шефер, который возглавлял тибетскую экспедицию, в 1942 году приедет в Советский Союз, на Кавказ. Уже идет война, они на Кавказе будут заниматься раскопками. И вот в какой-то момент, лет 7 назад, был найден таинственный сундук в Адыгее. Сундук с символикой Аненербе. Там лежали 2 черепа инопланетян. Ну вот, фотографии, как эти инопланетяне выглядят. В итоге оказывается, что это просто были моралы без лобных долей. Они уронили эти лобные доли, и черепа вообще потом в этот сундук случайно попали. А сундук действительно остался после экспедиции Аненербе в 1942 году. То есть немцы там вгрызались в горы и искали все эти мистические моменты. В 1942 году еще одна экспедиция Аненербе в Крым. Крым тогда уже захвачен немецко-фашистскими войсками. Почему они поехали в Крым? Потому что нашествие готских племен на Европу, варварское нашествие, которое атаковало римскую цивилизацию. Кто такие были готы? Это были древние германцы, а в Крыму было одной из важных частей готского королевства. И вот туда уезжает эта экспедиция, они начинают рыть стоянки древних людей, чтобы найти артефакты нашей германской нации, которая, конечно, ее предтечей было это готское королевство. Заканчивается это все ничем, потому что был вообще совершенно потрясающий у них план, что Крым потом должен быть таким островом-пансионатом для высшей элиты Третьего Рейха.
Туда отправлялись дубы, потому что дуб — это истинно немецкое дерево. Туда отправлялась специальная пшеница, чтобы посевы сделать чистой пшеницы, которые только арийцы могут есть, да. И, собственно, там планировалось сделать такой пансионат для высших чинов и партийной элиты. И вот это был план, под него было уже выписано финансирование, но только потом Крым в результате действий советской армии, естественно, был потерян, а потом Германия проиграла войну, и планом этим не суждено было сбыться. Но, тем не менее, вот искали Готское королевство, на полном серьезе там все раскапывали. К этому моменту Отто Ран заканчивает раскопки к началу войны, к 1941 году, он заканчивает раскопки в Монсигюре, и вот тоже есть одно из свидетельств, что он, когда возвращался из Франции, декларировал на таможне Швейцарии какой-то медный, значит, сосуд для перегонки, или медный куб для перегонки жидкости. На самом деле существует легенда, что он нашел таки этот святой Грааль и отвез его в Германию. Мы об этом никогда ничего не узнаем. У Отто Рана судьба вообще печальная. Он с началом действий Гитлера в Европе разочаровался полностью в нацизме, его сослали в концентрационный лагерь, и там то ли он погиб, то ли умер, а существует версия, что он совершил побег, поменял личность и вообще растворился в истории. К этому моменту человек, о котором мы начинали говорить, Герман Вирт, он уже не глава Анненербе, после критики Гитлера его к чертовой матери снесли, Гиммлер лично возглавил этот институт, а главным административным человеком стал Вольфрам Зиверс. Это человек, в руках которого теперь вся власть в этой организации Анненербе. Он занимается организацией финансирования, он занимается администрированием. И этот человек, который будет повешен после Нюрнбергского процесса, он ответственен за все злодеяния Анненербе в концлагерях. Об этом я чуть позже расскажу. Ну, собственно, вот такие вот экспедиции Третьего Рейха, то есть нацисты снуют по разным частям света и собирают мистические артефакты, которые якобы принадлежат германской нации. Вот эти артефакты, они должны быть собраны воедино, и тогда вот эта вся мистическая сила предков, она войдет, собственно, в нового человека. Потому что немцы тогда уже одержимы селекцией нового человека. Гиммлер организует СС действительно как монашеский орден. Эсэсовцы отбираются по принципам родословной, то есть если вот эсэсовец, прежде чем вступить в СС, он показывает свою родословную до 1800 года, если он хочет жениться, он должен показать родословную жены, чтобы, не дай бог, там евреев никаких не было и каких-то унтерменшей. То есть они путем селекции хотели создать новую расу голубоглазых, блондинов, высоких, крепких, физически сильных. Эсэсовцы не просто там проходили, они не просто расписывались в ЗАГСе или венчались в церкви, да, был специальный отдельный обряд, это эсэсовская свадьба, на которой должны были представители номенклатуры присутствовать. Детей предписывалось зачинать в период весеннего или зимнего солнцестояния, так как это делали древние германцы. То есть вот этот весь компот из мистических, конспирологических теорий, которые сейчас там на YouTube-каналах процветают у антиваксеров каких-нибудь, там это было все в полный рост, это были прям железобетонные предписания. Гиммлер всерьез был озадачен и озабочен историей, во-первых, уничтожения евреев, которые мешали германской нации, во-вторых, селекцией вот этой новой нации, новой расы господ. Ну и, соответственно, новой религии, как следствие. Он действительно строил какую-то свою, у него в голове жила вот эта своя какая-то новая совершенно цивилизация, которую он, я думаю, после смерти Гитлера хотел возглавить. Чтобы закончить с мистикой и перейти уже к совершенно практическим ужасам, надо рассказать об артефактах. Немцы везде искали эти артефакты. Ну, как я уже сказал, священный Грааль пытались откопать в Монсигюре, в последнем пристанище катаров. Значит, хрустальные черепа искали в Латинской Америке. В 40-х должна была быть отправлена экспедиция на озеро Титикака, но она не состоялась, потому что началась война. Был проект молота Тора. Вот этот вот безумный человек, Карл Мария Виллигуд, который ввел свою родословную от Тора, он придумал проект научный, что молот Тора на самом деле был сильнейшим электрическим оружием. И вот Анненербе занимается созданием электрического оружия, которое должно было собирать энергию молний, преобразовывать ее в удар по вражеской, значит, технике и вырубать ее просто без всякого, значит, без всяких артиллерийских снарядов. Этот проект существовал, он финансировался, назывался «Молот Тора». Второй проект назывался «Золото Рейна». Да? «Золото Рейна» — одно из древних германских сказаний. Да? С помощью арийской техники из воды Рейна можно добывать золото. Проект
финансировался, потом был, конечно, закрыт. Был проект «Копье Лонгина». Это копье, которым Иисуса пронзил римский стражник. Таких копий несколько. Одно хранится в Вене. Вот это копье венское было из Вены во время аншлюса вывезено и привезено в Германию. С него была снята копия, оно было объявлено единственным копьем Лонгина. В частности, вы можете его знать под названием «Копье судьбы». Оно появляется, например, в компьютерной игре моего детства «Вольфенштейн». Человек, который обладает копьем судьбы, он властитель мира. Вот это копье привезли в Берлин, и с него сняли копию, и одну из этих копий отдали Гиммлеру, который поместил это в свой замок. Про замок мы потом еще отдельно поговорим, потому что это, чтобы уже совсем арку драматическую мистики закрыть, я чуть-чуть эту историю перенесу вперед. Но вот пока одни ищут Шамбалу, другие переводят Калевалу и занимаются сбором картотеки ведьм, другая часть Анненербе занимается вещами совершенно практическими, а именно медициной и наукой. Немцы увлечены несколькими вещами. Первое – это поиск лекарства от рака. И здесь они обращаются к древнегерманской гомеопатии. Исследование ботаники, исследование трав, исследование таинственного арийского чая, который заживлял раны. И, собственно, вот один из людей, который этим начинает заниматься, Филипп фон Люцельбург, он ботаник, он занимается гомеопатией, и он исследует, вот, собственно, как с помощью трав можно лечить рак. Лекарства от рака найдено не было, потому что после войны и во время войны немцы продолжают от рака умирать. Это, что называется, из более-менее безобидных. А вот такой человек был, которого звали Август Хирт. Он известен тем, что он занимался исследованием, как газ влияет на человека. Для этого люди, которые находились в концлагерях, отправлялись на опыты. Какое количество газа человек выдерживает. Вот если там дать одну дозу газа, а потом дать противоядие, выживет или нет. Я сейчас это очень примерно рассказываю, потому что я не медик и не хочу в это погружаться. Ну, все опыты были над заключенными. Он известен тем, что он еще был, конечно, конченый абсолютно антисемит, и он доказывал превосходство арийской расы, и он доказывал это с помощью своей псевдонауки. Вот это измерение черепов. У него была лаборатория в Страсбурге. Когда войска союзников туда вошли, там были еще тела в формалине, которые он расчленял в псевдомедицинских целях. И у него было огромное количество черепов евреев, где он доказывал вот их изъяны, вот обмеры, видите, соответствуют тому, что это расовая неполноценность и так далее и тому подобное. Этот человек занимался медицинскими опытами над заключенными в концлагерях. Был человек, которого звали Эдуард Май, он занимался вроде бы безобидной вещью, энтомолог. Он изучал паразитов, крыс, тараканов, насекомых всяких изучал. Он занимался разработкой биологического оружия для Третьего Рейха, и к концу войны это оружие было, в общем, практически создано. Потом все эти архивы и чертежи пропали. Об этом мы тоже отдельно еще поговорим, но тем не менее немцы вплотную подошли к разработке бактериологического оружия. Еще один человек, его звали Хайнц Брюхер, он занимался генетикой растений. В двух словах, как делать более плодородную пшеницу, картошку, помидоры и так далее и тому подобное, потому что вопрос продуктов стоял очень важный. И он в какой-то момент декларирует, что немцы в ближайшие столетия никогда не будут испытывать продуктовый дефицит, потому что вот генетику растений, которую мы придумали, мы ее будем воплощать. Как он ее придумал? Частично он разрабатывал сам какие-то работы, а частично, например, с помощью эсэсовских военных подразделений на территории Советского Союза украл архив Вавилова, нашего генетика, которого здесь в Советском Союзе шельмовали, а на основе его работ, значит, Хайнц Брюхер начал создавать свои работы по селекции и скрещиванию растений. Он суду предан не был, после войны он занимался все так же ботаникой, селекцией растений, занимался всевозможными удобрениями, закончил он свою жизнь в Аргентине. Его убили, ему было 71 год, его убили на собственной ферме, и по слухам он тогда разработал паразита, который поражал кокаиновые плантации. Когда, естественно, колумбийская мафия об этом узнала, она старика немца кончила. Вот такая вот история. Алекс Берг, еще один известный гомеопат, который, ну как известный в кавычках, который тоже занимался опытами, связанными с травами, которые надо прикладывать к телу, они исцеляли от ран, разрабатывал тарийский чай. То есть тоже это, конечно, была какая-то бутафория, на мой взгляд, но тем не менее он этим занимался.
И один из самых страшных ублюдков, человек, которого звали Зигмунд Рашер, он работал в Дахау, у него была личная переписка с Гиммлером, он занимался теорией переохлаждения, когда заключенных замораживали и потом с этой заморозкой боролись. Вот тем самым арийским чаем или, например, горячей водой. Смотрели, как человек, вот он введен уже в состояние предсмертное, как быстро его можно разморозить. Потому что это для фронта очень важно. Там была теория душевного тепла, что если человеческое тело обмороженного будет обогревать, он быстрее придет в себя и так далее и тому подобное. Огромное количество людей от этого умирало. Опыты в барокамерах, когда огромное количество людей, ну там, то есть из 200 человек выживали 2. Такая статистика была в барокамеру. Низкое давление и как человек с этим давлением, сколько он может протянуть. Эти опыты были очень важны для подводного флота и авиации. Вот такие опыты. Закончил Зигмунд Рашер достаточно плохо, потому что кроме переохлаждения, барокамер, ядов и ран, которыми он тоже занимался, когда людям просто наносили раны, и потом посмотрели, как быстро в бою можно остановить кровь, люди истекали кровью, и вот над ними делали опыты. Кроме этого, он занимался гинекологией. Он говорил, что я немецких женщин вылечу от бесплодия. Вот моя жена в 49 лет родила второго, а в 52 третьего ребенка. Потому что мы изобрели чудодейственное снадобье. Сейчас я только на своей жене его испытал, а дальше мы в аптеке его будем завозить. И Гиммлеру тоже супер, как это нравилось. Но в какой-то момент в 40-х годах жену Зигмунда Рашера поймали в Мюнхене. Она на вокзале пыталась украсть младенца. И началось жуткое расследование. И выяснилось, что все эти дети, которые были якобы зачаты ей в 40, там, почти 50 лет, это не ее дети, это похищенные младенцы. Никаких супер открытий в гинекологии Рашер не совершил, и их двоих сослали в концлагерь. Жена его повесилась, а сам Рашер в концлагере за день до подхода союзников был казнен пулей в затылок. То ли хотели какие-то следы замести, то ли что. Ну, в общем, вот так его история закончилась. Анненерби, как вы видите, охватывал действительно все слои. С одной стороны, люди занимались мистикой, чтобы подпитывать арийскую теорию, с другой стороны, вполне практическими опытами для того, чтобы обеспечить фронт и тактическую медицину. Гиммлер очень часто участвовал на научных советах Анненерби и как президент, в общем, был очень глубоко во всю эту историю вовлечен. Вопрос, кто же за все это платил? Потому что у Анненерби было феноменальное финансирование. Почему они привлекали молодых ученых? Потому что там хорошо платили. Конечно, такие вещи, как золото Рейна, они быстро закрывались. Но, тем не менее, серьезные разработки в области ботаники, медицины катастроф и так далее, они финансировались очень хорошо. И туда шло много молодых немецких ученых. Кто за это платил деньги? Частично платил бюджет. То есть Рейхсбанк финансировал этот научно-исследовательский институт Анненерби. А частично и в достаточно больших общих суммах финансировал так называемый круг друзей Гиммлера. Что это такое? Это были промышленники и фабриканты, которые были вне политики, как они потом все скажут на Нюрнбергском процессе. Они входили в круг друзей Гиммлера. Вот два самых больших, как сейчас бы сказали, донатора Анненерби — это Daimler-Benz и BMW. Эти люди учреждали гранты, финансирование, они перечисляли деньги, на которые все эти опыты были, в общем-то, и обустроены. Я полагаю, что это работает так, что, с одной стороны, конечно, можно сказать, что, пришли люди Гиммлера в Мерседес, сказали, дайте денег-то, Мерседес же не может отказаться от этого. А с другой стороны, мы же понимаем, как это все устроено. Мерседес имел военные заказы, BMW имела военные заказы. Плюс на их заводах работали рабы из концлагерей. То есть это было абсолютно взаимовыгодное сотрудничество, и финансирование было потрясающее. Второй вопрос, где здесь Гитлер? Потому что очень удобно представить его мистиком и безумным сумасшедшим психом. Но это же не совсем так было. По слухам, он был человек, не по слухам, по воспоминаниям очевидцев. Он человек был талантливый, умный и очень практичный. И вот в той части, где ему это катило, то есть создание новой арийской расы и новой религии, потому что он тоже в христианство не верил. Он считал, что немцам была нужна новая религия. Вот там, где ему это вкатывало, он поддерживал Гиммлера. В остальном ему было это все неинтересно. Гиммлер в какой-то момент все эти мистические вещи собрал в не то что в свод, а в такую теорию высших сил, стоящих за спиной Гитлера.
И он это, конечно, Адольфу Алоизовичу все преподнес. И, естественно, Гитлеру это тоже понравилось, что, оказывается, я не просто движу вперед немецкую нацию, а это делаю с помощью вот этих моих языческих предков. То есть это миссия, это не просто захват власти, это миссионерство. И, конечно, Гитлеру это очень нравилось. И Гиммлер очень успешно на этом играл. Но мое мнение, что Гиммлер-то как раз в это очень верил. Он в это верил, и он везде, конечно, из себя разыгрывал верного пса режима, верного пса Гитлера. И у него была кличка «Верный Генрих», потому что он везде говорил, что я — это только вот отражение Адольфа Гитлера, с одной стороны. А с другой, он, конечно, строил под себя новую немецкую цивилизацию. Об этом мы сейчас поговорим. В 1934 году начинается история замка Вевельсбург. Замок этот во многих фильмах фигурирует, и в той же вот игре «Замок Вольфенштейн» это, конечно, прообраз замка Вевельсбург. Это резиденция Гиммлера. Изначально там планировалось построить школу, такую кузницу кадров СС, где был бы университет СС, тренировочный лагерь и так далее и тому подобное. В 1934 году это началось. Место, этот замок, почему он был выбран? Потому что вот Карл Мария Виллигуд, который ведет, как мы уже теперь знаем, свою родословную от Тора, он Гиммлеру продал эту идею, что есть замок, который находится неподалеку от главных германских святынь. С одной стороны, это Тевтобурский лес, где германские племена впервые разбили легионы Римской империи. С другой стороны, Эксерские камни, посмотрите, как они выглядят. Это древнее культовое место для германских племен. И там же где-то росло дерево Ирминсуль, которому древние германцы поклонялись и которое Карл Великий уже во времена франков срубил. Это было древо жизни германского народа. И вот с той поры вот эта христианизация, она германскую расу вытесняла и душила. И вот рядом с этими святынями вот этот замок Вевельсбург. И Гиммлер сначала там начинает строить школу для СС, а потом он строит там фактически свою резиденцию. Вот появляется история Черного ордена СС, потому что СС это же не просто организация, здесь военные отряды, здесь отряды личной охраны Гитлера и так далее и тому подобное. Гиммлер смотрел на это как на монашеское братство. Вот знаменитое кольцо СС «Мертвая голова». Вот посмотрите, как оно выглядит. Значит, эти кольца выпускались и вручались лично Гиммлером. Сейчас это редкость, потому что этих колец очень мало, нумизматы за ними гоняются. Серебряное кольцо, на котором изображена мертвая голова, руны СС и выбита фамилия владельца. Вот это кольцо тебе давал лично Гиммлер в знак признательности и больших достижений перед СС. Если человек умирал, это кольцо присылалось обратно в замок Вевельсберг, и там, значит, лежало в крипте, в пантеоне павших героев. Вокруг этого кольца его нельзя было потерять, не дай Господь продать или обменять. Вообще это была собственность ордена. И он, конечно, смотрел на СС как на монашеский орден. Отсюда обучение рунам, потому что это могло принести счастье, оберег и какие-то сверхспособности в бою. Герберт Янкун читает эти лекции эсэсовцам по древнегерманскому устройству, по тому, как меч предков может дать тебе сверхсилы. И вот это все накачивалось. Копье Лангина, о котором я говорил, его копия была привезена туда, в замок Вевельсбург, и оно стояло в кабинете Гиммлера. Весь кабинет тоже был исписан рунами. Я в этом замке однажды был. Он был взорван в 1945 году, и северная башня, главная, где все происходило, она была восстановлена. Башня делится на несколько этажей. Внизу должна быть крипта с самыми главными героями СС, которые были там захоронены. А наверху зал круговой, в его основании в куполе, по-моему, 48 окон. Это зал священного Грааля. Вот там вечный огонь горит, и трубки от него до сих пор остались. И знаменитое вот это черное солнце, которое до сих пор там. Вся эта мозаика, она на полу осталась. Вот как оно выглядит. Это тоже старый тибетский символ. Замок Вевельсбург. Место, тут туристу, пожалуйста, туда можно проехать, посмотреть. Там действительно, я не то что склонен в это верить, но энергетика там фиговая. Как чувствуешь ты себя не очень хорошо. То есть там что-то есть.
Я не говорю о том, что там какие-то тайны фашистов в подвалах. Нет. Ясно, что здесь собирались люди, частью безумные, частью фанатичные, частью просто ублюдки, которые вот этой своей энергетикой все это место пропитали. И, собственно, Гиммлер сделал из него свою резиденцию. Более того, если вы посмотрите карту Вевельсбурга, он должен был быть перестроен. И вот замок, он как треугольник, как копье Лонгина выглядит. То есть это все было выстроено, и все это зыждилось на символике, которую Гиммлер отчаянно пестовал. Отсюда вся эта связь с Тибетом. Гиммлер в какой-то момент подсел на йогу, на индуизм. То есть он все это начинает исповедовать. Он явно готовился возглавить будущее устройство мира. Руны, артефакты, все это свозилось в замок. В 1945 году замок был взорван, потому что уже наступала советская армия. Но, тем не менее, вот сейчас он восстановлен, его можно посетить. И вот в этом замке должны были храниться кольца, серебряные кольца «Мертвая голова», там это копье судьбы было, ну, в общем, все, о чем я вам рассказывал. К этому же относится легенда о том, что вот на месте замка или рядом с этим местом состоялась знаменитая мифическая, конечно же, битва у последней березы, когда вот эта цивилизация Запада схлестнулась с цивилизацией Востока в незапамятные времена, и таким образом вот произошел раскол на два племени, да, и тогда вот восточное племя пыталось, значит, поглотить германскую нацию, но история умалчивает, чем это, значит, битва добра и зла в их прочтении, чем она закончилась. То есть все это было, конечно, на совершенно дико мистической основе построено, и, конечно, Гиммлер готовил новую религию. Ну вот если отдел Хексен, да, который отвечал за ведьм, это такая история конспирологическая и мистическая с этими ведьминскими формулярами, собранными по всей Европе, то вот отдел М была совершенно практическая структура Анненербе, которая занималась математикой. Возглавлял ее человек по фамилии Бозек. И вот по разного рода свидетельствам члены Анненербе были внедрены во все технологические проекты Третьего Рейха. А надо сказать, что Третий Рейх к концу войны, в общем, сильно преуспел. Смотрите, реактивный самолет первый Мессершмитт, там появился. Баллистическая ракета Фау-2, там появилась. Немцы вплотную подошли к решению создания ядерного реактора. Они практически разработали биологическое оружие. И во всех этих структурах были члены Анненербе, которые видели архивы, которые занимались разработкой. Есть версия о том, что Анненербе туда не пускали. Это вот только ученые этим занимались. Но документы говорят о другом, что, конечно, Гиммлер внедрял своих сотрудников во все эти научные разработки. И что с ними стало? Ну, они же никуда не пропали. Архивы достались союзникам. Человек по фамилии Бозек, который отвечал за отдел М, он бесследно пропал после войны. Вот как будто его и не было. Вольфрам Зиверс, который был главой Анненербе, был на Нюрнбергском процессе. И на последующем процессе его не на самом Нюрнберге судили, а позже. И он был в списке людей, которые подлежали наказанию в районе номера 2000 или 2100. Однако он был повешен, потому что этот человек обладал какой-то информацией, которую, вероятно, люди, которые устраивали Нюрнбергский процесс, считали, что лучше, наверное, не надо ее допускать в свет. Американцы сделали две операции. Это операция «Облака» и операция «Канцелярская скрепка», которая занималась тем, что вывозила немецких ученых и сотрудников Анненербе в Соединенные Штаты Америки. И, как мы знаем, Вернер фон Браун, он не был членом Анненербе, он занимался разработкой Фау-2, но он был вывезен в США. Въезд и работа для всех членов Анненербе на территории Соединенных Штатов была запрещена Конгрессом. Тем не менее, их тайно возили, и из-за операции эти засекречивали. Архивы Анненербе засекречены до сих пор и в Соединенных Штатах Америки, и у нас. Вероятно, что-то там такое есть, чего бы не хотелось, наверное, опубличивать. Но, тем не менее, вот по фактам это так. Гиммлер не попал в руки правосудия, к сожалению. Он в 1945 году, верный Генрих, да, он в 1945 году начал сепаратные переговоры с союзниками. Это иметь какой надо цинизм иметь? Он выходил через посредников на Международный еврейский конгресс, человек, который был ответственен, да, за весь Холокост, и предлагал свою помощь. И в качестве жеста доброй воли 100 тысяч евреев освободили из концлагерей. То есть он пытался спастись таким образом. Гитлер узнал об этих сепаратных переговорах, и почему, собственно, он своим наследником Дёница выбрал, а не Гиммлера, потому что Гиммлер его предал. Но, тем не менее, все, война уже закончилась, и Гиммлера арестовали.
Он бежал по поддельным документам, его арестовали 2 советских красноармейца, потом передали в руки союзников, и там он раскрыл свое настоящее имя, сказал, что он Генрих Гиммлер, и во время одного из допросов раскусил ампулу с цианитом и умер. И, к сожалению, до Нюрнбергского процесса он не дожил, его не повесили. Зиверса, главу Анненербе, повесили позже, а вот все остальные члены Анненербе, о которых я говорил, они все счастливо дожили. Вот, например, Юрьев фон Гренхеген, он, по-моему, в 2003 году умер. То есть они очень долгую жизнь себе прожили. Не надо говорить, что это мистические, конечно, силы древних германцев в них вошли, но, тем не менее, они все продолжали кто-то преподавать, кто-то заниматься научной деятельностью, кто-то уехал в Латинскую Америку, как вот человек, который боролся с кокаиновыми плантациями. Они все, в общем, после войны никакие жесткие кары не получили. Был еще один человек, глава, собственно, зондеркоманды Хексен, да, которая отвечала за исследование паранормальных способностей и описание ведьм. Человек, который 30 тысяч формуляров ведьм собрал по всей Европе. Его звали Рудольф Левин. Он в 1945 году мистическим образом тоже испаряется. Не могут его следов найти. То есть вот люди, которые отвечали за какие-то важные отделы, вот отдел математики, я уже сказал, и отдел ведьм и ведьмаков, эти люди растворились. Возможно, были вывезены союзниками, мы об этом не знаем, либо, может, жили под другой личиной в Латинской Америке. Архивы Анненербе достались союзникам, замок был взорван, потом восстановлен, и, собственно, вот на этом история Анненербе заканчивается. Но я бы хотел рассказать еще об одной вещи, которую часто связывают с Анненербе, хотя она, наверное, связана с ней и не была. А может и была, кто знает. Ну и напоследок я хочу рассказать историю, которая с Анненербе не связана напрямую, хотя многие считают, что связана. Это история Новой Швабии. Существует версия, что Гитлер не сжег себя, не застрелился, вернее, не принял яд, его не сожгли, потом он убежал в Латинскую Америку, это первая версия. А вторая версия в Антарктиду, ведь есть очень старая конспирологическая теория про Антарктический рейх. Что это такое? Значит, 1938-1939 год германское общество полярных исследований снаряжает экспедицию в Антарктиду. Вот плывет туда исследовательское судно «Швабия», имеющее самолет-лодку «Дарнье», который может садиться на лед, и потом оно стартует с палубы, и потом на тросе, на кране ее обратно на палубу поднимают. И вот они исследуют землю в Антарктиде, в месте, которое сейчас известно как земля королевы Мод. Они находят какие-то там полые карстовые пещеры, описывают это все. Зачем эта экспедиция была нужна? Германия тогда предъявляла свои права на вот эту Антарктиду. Это ничейный материк. Ну как ничейный? Значит, какая-то часть и у германцев должна быть, тем более мы там потомки викингов, а викинги и наверняка там плавали и так далее и тому подобное. И вот 1938-1939 год, большая очень экспедиция, она возвращается в Германию, много научных работ, Антарктида как новый континент, значит, нужно там полярные станции основать и так далее и тому подобное. Это то, что мы знаем достоверно. Откуда рождается конспирологическая теория? 1947 год. 2 года спустя окончания Второй мировой войны американцы устраивают экспедицию, которая называется High Jump. Подлетное время ракеты авиации из-за Антарктиды может сокращаться и нести угрозу Соединенным Штатам Америки. И вот этот High Jump, там военные корабли и самолеты, они движутся к Антарктиде, чтобы исследовать эту территорию на предмет того, нельзя ли там Советский Союз, может, там выставить какие-то авиабазы свои и атакует Нью-Йорк. Во время этой экспедиции гибнет несколько человек, авария у какого-то судна, экспедиция возвращается. И дальше в прессе через 5-7 лет появляются вбросы, что когда американцы туда приплыли, из-под воды начали выныривать диски, летающие тарелки со свастиками. Их там расстреляли чуть ли не лазерами, они там потеряли 5 кораблей, и вот эта новая Швабия, это Третий рейх, который туда после поражения в войне с помощью подводных лодок переплыл, перевез туда Гитлера, архивы. Анненербе срастила элиту Третьего рейха с инопланетянами. Они получили внеземные технологии, потому что собрали все эти артефакты, значит. И вот эта цивилизация, она ушла под лед Антарктиды, и там
сделала новую Швабию. Если вы залезете в интернет, вы найдете 1000 теорий, 1000 статей, которые все это обосновывают, и свидетельства, и газетные сливы о том, что да, американцы там потеряли часть флота во время операции High Jump, потому что операция на самом деле была. Вот такая вот история про новую Швабию, что Анненербе поучаствовала и здесь. Ну, понятно, да, что про Мессершмитта реактивный я вам уже сказал, но есть же огромное количество историй про то, что немцы создали летающие тарелки. Они не успели это оружие применить. Немцы придумали оружие, которое меняет геомагнитные поля и может вызывать землетрясение. Ну, так далее. Там дальше целая коробка мистических и конспирологических вещей, которые все лежат вот в этом склепе с надписью «Анненербе». Но, тем не менее, вот организация эта полумистическая, полуоккультная, на самом деле абсолютно преступная, которая занималась вполне практическими исследованиями. Она действительно существовала. Вот так она началась, так она закончилась. Ну и напоследок хочется сказать о человеке, который все это создал, о Рудольфе фон Зеботендорфе, человек, который создал общество Туле, которое в свою очередь создала Анненербе. Он в 40-х годах попал в опалу, он своей мистикой и оккультизмом всем надоел, и в конечном итоге он оказался в Стамбуле. Там он по разным свидетельствам исполнял роль шпиона, то есть фактически был сотрудником Абвера, доставлял какие-то сведения для германской разведки, а может быть он просто там, в общем, бежал туда и занимался оккультизмом. Мы этого не знаем, знаем только то, что в 1945 году, когда все, Германия проиграла войну, он в одно прекрасное утро бросился в Босфор и покончил жизнь самоубийством. Вот так. Вот такая вот была история про Анненербе, про самую, наверное, тайную, мистическую организацию Третьего Рейха. Я вам пытался рассказать все, что нашел сам с точки зрения мистики и с точки зрения практики. Это был действительно страшный институт, который совершенно не похож на компьютерные игрушки или там веселые фильмы про Индиану Джонс. Это была совершенно вполне реальная структура. Спасибо.